Доброго времени суток! Творческая группа WSV Media вновь не дает вам покоя своими безумными идеями. Сегодня мы начинаем наш новый проект под кодовым названием «Железнодорожная». Обо всем, что ездит по стальным рельсам, будь то паровозы, электровозы, тепловозы, электрички, трамваи, да пусть даже фуникулеры, в уже полюбившемся вам формате инфо-энтертеймент. Если вы хоть раз по шпалам, опять по шпалам домой шли по привычке, наверняка вам это понравится. Сегодня первая серия, будем рассказывать про электропоезд R2. Потребность перевозить людей на поезде не куда-то далеко, а в ближайший пригород появилась на рубеже 19-20 веков. Магистральный паровоз на каждом полустанке не остановишь, конку или трамвай так далеко не пустишь, а на извозчике можно и вовсе утонуть в грязи. Поэтому пригородные линии строились в расчете на маломощные паровозы и паровики. Они совершали частые остановки и порой двигались с такой малой скоростью, что зайти и выйти можно было прямо на ходу. В проекте «Петербург своими глазами» мы рассказывали про Оренбаумскую, Сестрорецкую и Охтинскую железнодорожные ветки под Петербургом, где бегали маленькие дачные поезда с небольшими вагонами. Пригородные поезда на электрической тяге, прозванные в народе электричками, появились на железных дорогах СССР в 20-х годах 20 века. Первый поезд отправился от Бакинского вокзала летом 26 года, а 3 августа 1929 было открыто движение пригородных поездов от Москвы до Мытищ. На этом участке использовались первые советские электрички из электросекции серии S. Вот первая в Союзе электричка с достаточно странным названием электросекции серии S, потому что S — это северная дорога, они впервые эксплуатировались на северных дорогах. Будто вырубленная топором каким-то крестьянином с деревянным каркасом, очень тихоходная, оборудованная вот этими вот лестницами, для того, чтобы можно было на нее садиться с низких платформ. Трудно себе представить, они проездили по нашим дорогам до 80-х годов 20 века, а самые последние экземпляры ездили аж до 97-го года где-то под Ярославлем. Однако при слове «электричка» в нашей памяти всплывает совсем другой образ. Вот она, классическая электричка, электропоезд Рижский 2, сокращенно R2. Симпатичная зеленая обтекаемая мордаха для нескольких поколений наших соотечественников стала чем-то родным, почти членом семьи. На ней ездили на работу и домой, летом на дачу и рыбалку, зимой кататься на лыжах или просто гулять за городом. Именно в салоне электрички R2 знакомятся герои оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Я сам терпеть не могу грязную обувь. Мне нет никакого дела до вашей обуви. И все-таки вам это неприятно. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Джентльмены удачи, место встречи изменить нельзя, Покровские ворота, сестры, странные взрослые, список фильмов и сериалов, в которых снялась зеленая электричка, можно продолжать еще долго. 10 окон с одной стороны, 10 окон с другой стороны, деревянные лавки для сидения, по 3 человека друг напротив друга. Специальные багажные полки. Здесь забывчивые граждане все время оставляют свои вещи. Вот эти вот раздвижные двери. Ну, здесь какой-то уже новодел, но тем не менее. Вечно прокуренный тамбур и специфический запах, который тянет вот из межвагонного пространства. Туалеты, в принципе, в электричке задуманы, но они всегда закрыты. Интерьер электрички знаком до боли практически каждому россиянину. Тут встречаются, читают книги, отгадывают кроссворды, покупают фисташки и мороженое, пьют пиво и водку, а теперь еще сидят в айпадах и ноутбуках. Трудно себе представить, мы едем на этой электричке уже больше 50 лет. Первые электропоезда R2 сошли с конвейера Рижского вагоностроительного завода летом 1962 года. Они выросли из поездов серии R1, которые, к слову сказать, до сих пор работают в Крыму. Внешне они почти не отличаются. Во всяком случае, не специалист и не железнодорожный фанат отличить на глаз их не сможет.
Кстати, на РВЗ помимо Р2 строили также знаменитые одноглазые трамваи РВЗ-6. Мы обязательно расскажем о них в одной из серий железнодорожного. В 1974-м с Р2 провели, как теперь принято говорить, фейслифтинг. Внешний вид головных вагонов стал более прозаичным, квадратным, с модными в ту пору прямыми линиями и острыми углами. Претерпел изменения и дизайн кабины. Вместо серии уютных деревянных дачных окон теперь 2 окна спереди и 2 по бокам. Пассажирский салон также постепенно изменился. Место деревянных лавок, на которых было тепло зимой, но жестко летом, заняли мягкие диваны, которые изрезали в 90-х, и пластиковые сидушки, привет 2000-х. Как правило, их ставили после капитального ремонта. В каждой серии смотрите краткую рубрику от железнодорожного фанатика. О 3 самых интересных, на наш взгляд, особенностях на тему серии. Электросекции. Особенность электричек в том, что они формируются из электросекций. Это сцепленные между собой моторные и прицепные вагоны. Моторный вагон можно распознать, например, по пантографу на крыше. Прицепной вагон не оборудован двигателями, зато на нем стоят пресловутые компрессоры. Нагнетая воздух в пневмосистему, питая двери, тормоза и даже стеклоочистители, они постоянно тарахтят, причем достаточно ощутимо. Завсегдатые электричек прекрасно об этом знают и, как правило, стараются заскочить в вагон с усами. Кстати, бывали случаи, когда объединяли по 2 электрички и получался состав из 20 вагонов. Такое происходило во время задержек или в пик дачного сезона на линиях с так называемой малой пропускной способностью. Скорость. Если на хорошем участке дороги раскочегарить электричку по полной, то она может достичь скорости в 130 км в час. Именно такая у Р2 конструктивная скорость. На практике расписание составлено таким образом, что электрички редко когда едут больше сотни, а бывают участки, где они отчаянно плетутся по 40 км в час. Стоп-кран. Когда кто-то срывает стоп-кран, из тормозной магистрали спускается воздух. В отличие, например, от Англии, у нас машинист не может вмешаться в процесс торможения. Поезд останавливается, причем достаточно резко. Помощник машиниста должен по инструкции выяснить, кто и почему сорвал кран. Если удастся изловить шутника, ему впаяют штраф. Конечно, если не было уважительной причины экстренного торможения. Ну а сам кран нужно обязательно вернуть на место. Только после этого тормоза заряжаются, и поезд может вновь тронуться в путь. Смотрите в следующей серии. Р2. Уходящая эпоха. На линии выходят последние составы. Вспомним реактивную электричку и увидим краш-тест Р2. Не пропустите. Железнодорожное. Добавляйтесь в друзья, если есть что сказать, комментируйте.